Здравствуйте, это Vivo Telecom, и у нас сегодня будет на обзоре новинка 2022 года, зарядное устройство для различных типов аккумуляторов. Здесь вот они указаны, то есть цилиндрические аккумуляторы, фактически все модели можно данным устройством заряжать. Называется оно LII M4S, то есть была модификация предыдущая. Давайте я буду для удобства называть Li M4. Была предыдущая модель, и она отличалась, или давайте так, новая модель отличается от старой, то есть без буквы S в конце, следующими параметрами. Во-первых, управление стало сенсорным, было у M4 кнопочное управление. Дальше появился у нее режим разряда батареи, режим хранения батареи, то есть если вы батареи зарядили и оставили в зарядке, то зарядка контролирует выходное напряжение на клеммах и не позволяет батареям перезарядиться, но и также поддерживает их в заряженном состоянии, сколько угодно они бы не стояли у вас в зарядке. Для кого-то функция полезная. И теперь экран также изменился, он стал вот с такой желтой подсветкой, как у более старших моделей. Тоже мне экран этот нравится больше. Раньше он был голубым с белой подсветкой, да, такой, относительно плохо читался, но сейчас увидите, здесь дисплей действительно гораздо ярче. Так, теперь по характеристикам. Фактически ничего не изменилось, кроме вот этих добавленных новых режимов. По напряжению, по токам заряда, разряда все осталось прежним. То есть на вход подается 5 вольт 2 ампера максимально на весь зарядник, то есть на все 4 канала. Далее выход или заряд для батарей 4,2 вольта, которые литий-ионные, 300 миллиампер на 4 канала, 500 миллиампер. Также 4 канала поддерживается, 700 миллиампер 2 канала и 1000 миллиампер либо 1 ампер 2 канала поддерживается. Для никель-металлгидридных и никель-кадмиевых батарей, у которых 1,5 вольта, грубо говоря, выходное напряжение, поддерживается заряд 500 миллиампер на 4. Так, напряжение разряда 250 миллиампер на 4 канала, либо 500 миллиампер на 4 канала, все это выбирается. Powerbank остался прежним, то есть 5 вольт выходное напряжение, 1 ампер максимальный ток. Сейчас мы это проверим. Ну и в режиме стендбай или в режиме ожидания зарядка потребляет 15 миллиампер. Почему тут, кстати, H написано? 15 миллиампер ток здесь указано, естественно, не должно быть здесь буквы H. Так, и зарядка стала полегче, 206 грамм, таз весила 215. Так, теперь по поводу самой коробки, смотрите, есть кое-где недочеты в переводе на английский язык. Я сразу хочу уведомить Ли Такалу о том, что нужно бы поправить, а то как-то не солидно выглядит. Вот тут, вот видите, например, написано batteries, да, здесь должна быть буква E еще. И еще где-то в одном, вот, видите, правильно написано batteries. И еще в одном, да, вот, с функцией разряда здесь должно быть слово function, а не function. Поэтому вот на это обратите внимание. И вот здесь также ошибка эта повторяется. Поставляется устройство вот в такой картонной коробке. И давайте я сразу тогда перейду к комплектации. Комплектация у нас в современных тенденциях. Но, в общем-то, я считаю, что это и правильно. Действительно, адаптеров этих у всех уже полно. Не стоит в каждое устройство добавлять по адаптеру. Так, сама зарядка, инструкция кратенькая и кабель Type-A, Type-C с другой стороны. Длина его сантиметров, наверное. Но давайте все равно мы его будем использовать, поэтому я его сейчас тогда от стяжки
освобожу, да, где-то полметра примерно у него длина. То есть адаптеров в комплекте нет, но это и, в общем-то, я считаю, и не нужно. Так, по форме, в принципе, зарядка осталась одна и та же. Охлаждение у нее пассивное, что тоже, я считаю, хорошо для таких токов. Не нужна зарядка или охлаждение с помощью активного вентилятора. Так устройство будет меньше шуметь, ну и нагреваться оно не должно, потому что токи заряда-разряда здесь небольшие. По поводу самой конструкции, смотрите, клеммы плюсовые достаточно широкие, то есть для разных цилиндрических батарей они должны подойти. Пружина достаточно мощная, тоже доходит она до самого края, поэтому даже большие по размеру батареи должны тоже сюда вставать без проблем. Но сейчас 21700 у нас есть, поставим тогда ее, проверим. Так, теперь по входу и выходу. Вход Type-C 5 вольт до 2 ампер максимум, выход 5 вольт 1 ампер, как я уже сказал. Сейчас измерим. Ну все, переходим тогда к управлению. Для подключения будем использовать вот такой адаптер. У него 5 вольт, 2 ампера максимальный ток. Как раз, то есть какой требуется для этой зарядки. Подключаем. То есть подключается она, естественно, очень быстро. Если не установлено ничего, то пишется на дисплее 0. Есть режим сохранения энергии, да, то есть уменьшение потребления. То есть через некоторое время дисплей у вас будет отключен. Так, ну что, давайте устанавливать тогда. Давайте в первый тогда мы поставим батарею аккумуляторную типа размера 2А. По управлению, то есть мы выбираем канал, но здесь в данном случае первый канал, да, у нас так и есть. Выбираем ток, пока индикаторы мигают, то есть 300 мА, 500 мА, 700 мА, либо 1000 мА. Ну и можем выбирать, естественно, режим. Ну то есть лучше, конечно, выбирать с режима сначала заряд, разряд и тест батарей. Давайте выберем заряд и выберем ток 500 миллиампер. То есть какое-то время мы оставляем данные установленные без нажатия на кнопок, и соответственно зарядник включается в работу, то есть с установленным режимом работы и с установленным током. По показаниям смотрите, что у нас здесь есть. Режим работы. Буду даже так показывать. Режим работы, процесс заряда, такой визуальный, напряжение на клеммах, далее насколько батарея зарядилась, время заряда и текущий ток, ну и соответственно канал. То есть давайте я вот сейчас, например, 18650 поставлю во второй. Вот он автоматически определяет, что подключена батарея. Давайте я выберу здесь. Вот, кстати, еще выбирается storage. А для той батареи, для 1,5 вольтовой, storage не выбирался. Так, чтобы прервать, вот видите, я остановил, и он теперь в режиме хранения находится. Здесь по-прежнему первый канал заряжается, здесь в режиме хранения. Чтобы прервать процесс, я жму на кнопку мод долго и выбираю, например, заряд. Выбираю ток. Также видите размеры, да, данного тока 1 ампер максимально. Давайте поставим 700. Пусть заряжается тоже. Вот, прошел процесс зарядки именно на втором канале. То есть я теперь могу контролировать первый канал. 1,3 вольта, уже 16 мАч залитая емкость, и 2 минуты прошло со времени начала заряда. Здесь 4,16 вольта,
4 мАч и еще не 1 минуты, то есть только начали заряжать. Ну, с управлением, я думаю, все понятно, то есть максимально все просто, все удобно и весьма наглядно. Внутреннее сопротивление аккумулятора данная зарядка не измеряет, эта функция доступна только на более старших моделях. Но, опять же, кому это особо нужно, я думаю, можно приобрести устройство отдельно, которое будет замерять более точно внутреннее сопротивление аккумулятора, тем более оно не очень дорого стоит. Так, теперь по поводу пауэрбанка. Пауэрбанк, как и на той зарядке, только на 4-м слоте используется. Соответственно, давайте я вот 20... И, кстати, производитель рекомендует сюда устанавливать батареи именно литий-ионные на 4,2 вольта, то есть не мизинчиковые батареи, потому что ток, видимо, будет малым. Ставим сюда 21700, заодно посмотрите, как она встает в зарядник. Это одна из самых больших цилиндрических батарей, которую зарядник поддерживает. Так, вот включился заряд. 500 мА по умолчанию. Ну и теперь вот, то есть мы можем переключать либо 3-й, 4-й канал, либо 1-й, 2-й канал смотреть. То есть 1,32 вольта, здесь 4,2 вольта и 25 мАч мы залили. И на 4-м канале у нас 4,16 сейчас вольта и 4 мАч залито. Так, ну давайте теперь будем проверять следующее. Сначала мы измерим напряжение тогда на клеммах аккумулятора и сравним их с напряжением, указанным на заряднике. Да? То есть вот на 4-м канале у нас 4,16 вольта. Давайте я тогда извлеку. Так, давайте я поставлю еще раз. Да, здесь вот опять он, только что я его извлек, показывает 4,12. Процесс заряда пошел, напряжение немного выросло, да, 4,15. Но теперь давайте сравним эти показания с нашим образцовым тогда мультиметром. Будем использовать для этого флюк 117. Я думаю, достаточно у него точность нормальная, поэтому давайте сравним. 4,12. Теперь ставим сюда. Ну, 4,12 без заряда, да. То есть все правильно. По напряжению все нормально. Так, теперь будем замерять ток. Так, смотрите, начнем тогда со следующего. Проверим режим разряда аккумулятора. 18650 у нас аккумулятор стоит. Подключен мультиметр. Соответственно, последовательно для измерения тока. Ток разряда 500 мА. Разряжаем батарею. На эталонном мультиметре, да, у нас в районе 500 мА разряд и есть. То есть с этим проблем у нас нет. Давайте я сейчас немного разряжу. Ну, хотя, в принципе, давайте прервемся тогда и будем проверять все токи на данной батарее. 500 мА, 700 там и 1 ампер ровно, да. Так, прерываю. Выбираю режим тогда зарядки. Сначала 500 мА. Смотрим. 440 примерно, да, 440. Останавливаем. Выбираем 700 мА. Мы наглядно можем видеть, когда запускается зарядник. Так,
700. Почему-то тоже всего 420 где-то, да? Идет ток заряда. Так, теперь 1000 миллиампер. То есть 1 ампер должен у нас бежать в зарядном устройстве. Смотрим. Всего 300. Но смотрите, надо, наверное, будет поменять, потому что уже напряжение на клеммах 4,2 вольта, то есть батарея почти полностью заряжена. Я сейчас тогда, ну то есть тут у зарядки возможно уже энергосберегающий режим. Я сейчас найду тогда разряженный 18650 и проверим на нем, потому что здесь, да, показания могут быть неверные. Сейчас проверим еще и это. Так, смотрите, вот сколько аккумуляторов я принес, у нас достаточно много, 18650, но, к сожалению, все они у нас заряжены, соответственно, вот опять 4,2 вольта. Поэтому я сейчас сначала разряжу тогда какой-нибудь из аккумуляторов, ну, допустим, этот, и потом тогда проверим уже ток заряда по полной, потому что до сих пор, видите, на таком напряжении только пол ампера подается ток заряда, хотя установлено 1 ампер. Ну что, выждали разряда 31 минуту. По-прежнему, видите, все стабильно. 500 миллиампер ток разряда соблюдается. Так, останавливаем. И смотрим заряд. Давай пусть будет 1000 тогда. Посмотрим на этом режиме. Ну да, вот поднимается 830, 860, да, ну 830 где-то есть. Но опять же, видите, 4,20. Надо побольше поразряжать, но я думаю, что он выйдет на ток все-таки в 1 ампер. Так, давайте еще тогда 700 теперь поставим. Посмотрим. 500 мало, но поразряжали, времени, к сожалению, не было. 550 миллиампер где-то идет, но опять же, видите, 4,2 уже напряжение отсечки. А ну, хотя смотрите, вот, да, поднялся ток до 700 примерно, то есть все совпадает. Я потом в комментариях тогда напишу. Да, вот 730, видите, идет ток разряда. Все отлично. Обратите внимание, 1 ампер идет заряд, то есть все данные здесь соответствуют. Давайте проверим тогда, вы же хотите этого тоже, на батарее металлогидридной. Ток заряда выставлен 500 миллиампер, на мультиметре, пожалуйста, 500 миллиампер, то есть по аккумуляторам металлогидридным тоже все совпадает с заявленными характеристиками. Так, сколько еще тут можно поставить? Да, максимально здесь тоже 1 ампер. Давайте я поставлю 1 ампер, тоже проверим. Разгоняется, да, вот, пожалуйста, даже чуть больше, да, 1,80 ампера. Все отлично, то есть по этому параметру все превосходно. Так, ну и что, у нас осталось проверить только режим пауэрбанка. Берем 21700, аккумулятор подключаем, от сети отключен. Использую я специально родной шнурок. 5 вольт на выходе. Так, телефон на 59% заряжен. Может он использовать и быструю, естественно, зарядку. Так, смотрим. Идет на заряд даже 1,5 ампера почти, 1,462. То есть по этому параметру даже превышение в 1,5 раза
что радует. На дисплее при этом отображается USB, то есть режим пауэрбанка. Так. Зарядка на телефоне указывает обычную зарядку. То есть просто идет зарядка, не быструю зарядку. Но ток, как видите, 1,5 ампера. Замечательно. Смотрите, такой нюанс. Если питание подключено, да, и какие-то элементы вы, например, заряжаете, то зарядка в режиме пауэрбанка не работает. То есть ей нужно обязательно, чтобы питание не подавалось. То есть я не могу ничего сделать с 4-м каналом. Вот, то есть 4-й канал у меня выбран, да, я выключаю, перебираю режимы. Даже если я выберу Discharge, что я сейчас сделал, она подавать никакое напряжение на USB выход не будет. Хотя, видите, 4,06, да, миллиампер. То есть вот идет разряд, но на USB нет. Теперь вырубаю питание. Все, напряжение пошло. Телефон начал заряжаться. 1,6 ампера идет разряд. То есть вы не можете одновременно использовать выход пауэрбанка и заряжать аккумулятор. То есть питание должно быть отключено. Так, ну что, давайте тогда подведем итоги. Нам зарядка это очень понравилось. Никаких проблем мы с ней не видим. Управление отличное. Отображение режимов также удобное. Кнопки эти срабатывают без проблем с первого раза. Режим пауэрбанка, смотрите, сейчас даже 1,6 ампера идет на зарядку. Все великолепно. Токи заряда также соответствуют во всех режимах. И на аккумуляторах 4,2 вольта, и на аккумуляторах 1,48, как пишет производитель. Ну, то есть на металлогидридных 1,5 вольтовых или 1,2, там у них номинальное напряжение. То есть все соответствует, все отлично, твердые 5 баллов мы ставим данной зарядке. То есть для кого не нужен максимальный ток там с 3-4 ампера, а достаточно 1 ампера для максимальной зарядки, то без проблем ее можно использовать. Все нам понравилось, ни одного недостатка мы в ней, как видите, не нашли. Почему, кстати, другие в обзорах не используют измерение тока? Странно, как бы все же просто вроде бы делается. Так, теперь по поводу КПД. Смотрите, я вам фотографию приведу. То есть мы уже заряжали полностью аккумулятор с помощью данной зарядки. И понадобилось нам, ну то есть вот форм-фактора 2А мы заряжали, понадобилось нам 293 минуты, чтобы зарядить, ну это все показания дисплея, да, на 2232 миллиампер часа током мы заряжали 500 миллиампер. Соответственно, получается, что зарядка отдает 7,6 мАч в минуту. Если бы КПД было 100%, то она бы отдавала 8,33 мАч в минуту. Соответственно, КПД в этом режиме при токе заряда 500 мА составляет 91%. В итоге, смотрите, можно легко вычислить, например, сколько будет аккумулятор заряжаться. То есть берете предполагаемую вашу емкость аккумулятора, ну или читаете данные, да, с аккумулятора, если он свежий у вас, и делите это значение, если заряжаете опять же током 500 мА, делите на 7,6 мАч, получаете время заряда его в минутах, и далее уже делите на 60, получаете в часах. То есть все очень просто, можете предположить, сколько у вас аккумулятор будет заряжаться, сколько ему понадобится.
Ну, то есть КПД относительно высокий получается, да, вот данной зарядки тоже больше 90%. При токе заряда 500 мА, еще раз повторяю, если будет 1 ампер, то скорее всего на нагрев будет использоваться какая-то часть энергии, соответственно КПД будет ниже. Но это мы потом будем заряжать и проверим тогда КПД и в этом режиме. На сайте напишем, наверное, для данной зарядки данные значения, чтобы знать примерно время заряда можно было рассчитать. Ну все, на этом тогда заканчиваем. Это Vivo Telecom. Кому видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь обязательно на канал. Всего вам доброго, задавайте вопросы в комментариях. До свидания.